Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал, вечерний обзор. Давайте рассмотрим, какие новости вышли, какие события произошли и куда, собственно говоря, идут рынки, какие есть идеи сегодня на вечерней сессии, ну и, возможно, далее, чего можно отщипнуть. Так, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут, какие новости. РФПИ потребовал от Reuters расследования после статьи о вакцине. Ну, страсти кипят, но с другой стороны, если страсти кипят, значит процесс двигается. И когда вот такие начинаются новостные штурмы, это часто предшествует тому, что точка, ну, скажем так, торможения, на которой все встало, она сдвигается. И в каком бы негативном ракурсе подобные новости не проходили, я думаю, что где-то осенью вопрос сертификации спутника в Европе, в Соединенных Штатах, ВОЗ, я надеюсь, решится. Но я, по крайней мере, по моим подсчетам, где-то так должно произойти, и я на это в некоторой степени даже надеюсь. Так, ну иностранцы сбросили акции Госдолг России. Ну, на самом деле это вполне естественное движение. Сейчас вот к середине августа, даже к середине августа, я думаю, этот процесс может еще усилиться. Так, друзья, и вот еще интересный такой момент по поводу Китая. Китай накрыло цунами дефолтов. Цунами дефолтов, конечно, Китай накрыло. Дефолтов имеется в виду невыплаты по облигациям. Ну, то есть есть разные средства финансирования, два наиболее конкурирующих между собой для крупных компаний. Это либо получить кредит в банке подо что-то, или на что-то под залог чего-то, или поручительство кого-то, или же выпустить облигации. Выпустить облигации стоит дешевле, но это для крупного финансирования, потому что для мелкого финансирования, среднего финансирования, там издержки достаточно высоки для того, чтобы все это дело осуществить, запустить и так далее. Вот. Так что у нас получается? У нас получается, Китай накрыло цунами дефолтов по облигациям. Цунами дефолтов. И при этом на предыдущей неделе выходят новости о том, что китайские власти приняли решение снизить нормы резервирования для китайских банков. То есть для того, чтобы увеличивать денежную массу. Но проблема заключается в том, что банки резервируют деньги на возможные потери, связанные с дефолтами по кредитованию. И, соответственно, если в стране начинаются дефолты уже на облигационном рынке, то, соответственно, ухудшается качество заемщиков. Для технического закрытия дефолтов побегут кредитоваться в банки, у которых снижены нормы резервирования, и, соответственно, либо будут получать кредиты для технического закрытия дефолтов по облигациям. Да даже если не будут получать, то текущая ситуация указывает на то, что качество заемщиков оно значительно упало. А когда падает качество заемщиков, снижение нормы резервирования это далеко не самый правильный способ решения ситуации. То есть как раз это тот способ, когда банковская система она ставится под удар. Потому что в случае возникновения массовых дефолтов уже по кредитам, заемщики не будут платить. А что будут делать банки? У них весь бизнес, по крайней мере классический банковский, построен на активно-пассивных операциях. Они привлекают деньги, выдают кредиты. Соответственно, по выданным кредитам они не могут получить назад деньги и проценты, соответственно, они не могут расплатиться за пассивы. Вот вам и финансовый кризис с дефолтом банковской системы Китая, который, при таких мерах решения, с моей точки зрения, вполне легко может произойти уже в этом году, либо в следующем году, возможно, в феврале. Опять же, это моя субъективная оценка, возможно, и все будет хорошо, и с Китаем ничего не произойдет, хотя что-то я в этом сомневаюсь. Так, друзья, вот еще такой интересный момент. По Германии индекс потребительских цен сегодня вышел месяц к месяцу 0,4%. Как и предполагалось, он даже меньше, чем месяцем ранее был. А вот в Соединенных Штатах случилась пертурбация, которая заключается в том, что рост от месяца к месяцу индекса потребительских цен составил 0,9%. Они предполагали, что будет 0,4%, потому что Пауэлл клялся и божился, что инфляция была вызвана тем, что выросли подержанные машины в цене. И сейчас, мол, уже середина лета,
спрос на машины, на подержанные машины упал, и поэтому хоп, и будет 0,4%. А нет, получилось и больше предыдущего значения, и больше того, что предполагалось. Так, друзья, ну что у нас получается? Инфляция в США, индекс потребительских цен, сильнейший рост 2008 года. Никогда не было, и вдруг опять, как бы сказал Виктор Степанович, но уже в американских реалиях. Вот. Я, в общем-то, еще в июне и в мае говорил, что все эти рассказы Пауэлла и других финансовых деятелей по поводу того, что инфляция куда-то денется, они, скорее всего, неосуществимы. Далее, вот смотрите, публикация по поводу того, из чего состоит индекс потребительских цен Соединенных Штатов. Вот здесь все прозрачно публикуется, все понятно. В отличие от других стран, которые перетасовывают составляющие этого индекса и даже специально там вечером ближе к ночи выпускают, чтобы никто не смотрел, не расстраивался. Здесь все понятно, все прозрачно. Треть этого индекса приходится на жилье, а жилье продолжает расти. И, соответственно, статья расходов, связанная либо с арендой жилья, либо с уплатой налога. В Америке очень серьезный налог на недвижимость. Но там, конечно, это зависит от штата к штату, но в ряде штатов, которые на восточном побережье или на западном находятся, Калифорния, Нью-Йорк, там, в общем-то, оплата налога за землю и за дом, они могут достаточно ощутимую сумму составлять. Соответственно, все это в совокупности, рост цен, он приводит к тому, что индекс потребительских цен уже растет не за счет подержанных машин, которые якобы выросли в связи с летним периодом, потому что не хватало полупроводников для того, чтобы произвести новые. А здесь уже как бы рост цен на жилье. Жилье – это основа американской экономики, потому что ипотека, выпуск закладных, и, соответственно, здесь рынок его так корректировать и обрушивать достаточно страшно. Поэтому никуда американская инфляция не уходит, инфляция американская остается, весьма вероятно, она в лучшем случае останется на текущих значениях, в худшем будет продолжать расти. Ну и они вместе с технологиями и идеями добра и справедливости и свободы экспортируют еще и инфляцию. Так, друзья, вот хотел еще вернуться к такой интересной картинке. Напоминаю, завтра, там, по-моему, в 12 часов Пауэлл отчитывается перед конгрессменами. Теперь, наверное, после публикации этого индекса ему там жару зададут. В прошлый раз, когда был инцидент с британским эсминцем в Черном море, выступал в Госдепе, отчитывался четырехзвездный госдеповский генерал, пентагоновский. У него там руки нервно перебирали ручку. То есть как бы у них мероприятие, вызов в правительство и отчитывание, будь то военным, будь то чиновникам, это не какая-то там галочка, что вот сходил, а там как бы реально за это могут, ну скажем так, пожурить очень серьезно. Видимо, завтра Пауэлл тоже будет очень нервничать, потому что инфляция не откатывается. Вот. И в связи с этим, вот смотрите, три графика. Но на самом деле, вот индекс потребительских цен, то есть инфляция и безработица. Ну, это первичные заявки. То есть здесь как бы задача была какая у них? Вот все эти монетарные меры предоставления помощи выйти на те уровни, которые были до кризиса. 2019 год, 200 тысяч первичных заявок по безработице. Ну и, соответственно, если в процентном отношении рассматривать, она должна быть где-то 3,7, ну 3,6, 3,9. Сейчас она 5,9. В марте что-то пошло не так. Видите? То есть закачивают в систему деньги, цены растут, безработица падает, первичные заявки падают. Но в марте текущего года ситуация изменилась. Видите, март стал роковой месяц. То ковидный обвал в 2020 году, то сейчас ситуация с инфляцией, она именно в марте начала крениться, потому что здесь пошел рост инфляции в Соединенных Штатах, но при этом перестала надлежащим образом снижаться безработица. Вот. Ну, первичные заявки пока снижаются, но это, знаете, это такой параметр, он, ну, скажем так, здесь он может и технический момент носить. То есть, с одной стороны, вот то, что они снижаются, вроде как безработица должна падать, но она не падает. Придумали там какое-то абракадабрическое объяснение про то, что рост экономической активности
многие люди уходят с работы для того, чтобы найти новую работу. Ну, может быть, это, конечно, и так, но вопрос в том, как учет вот этих первичных заявок ведет. То есть я думаю, здесь тоже есть определенные послабления, как можно показывать здесь красивую цифру. Вот этот индикатор, он объективный. То есть его как бы показали, и все. Здесь как бы можно все что угодно объяснять, но безработица на уровне 6%. Вот, соответственно, пошел рост из-за того, что раздувается инфляция издержек. Рост идет индекса потребительских цен, а инфляция не снижается. То есть, как бы получается, монетарные меры, они не приводят к улучшению ситуации в экономике и на рынке труда. Потому что рынок труда в западных странах это основа всего. Там все основано не на экспорте сырья, а на том, что люди создают прибавочную стоимость. Поэтому там вот это значение и низкая, допустим, средняя зарплата, это чудовищно. Это приводит к тому, что экономика начинает обрушаться. Вот. В связи с этим, я думаю, завтра Пауэлла, конечно, пожурят, скажут: ай-яй-яй, негодник, ты нас обманул. Ты же сказал, как подержанные машины подешевеют, инфляция начнет падать, а она не падает. Как же так? И безработица не падает, а инфляция только растет. Вот. Поэтому сейчас, я думаю, его поругают, но ключевые меры какие-то, которые связаны вот именно с резким воздействием, либо заявление, либо, возможно, сокращение выкупа активов, либо даже, святая святых, процентные ставки начать увеличивать, это возврат к этим мерам будет осенью. Сейчас, скорее всего, никто ничего не будет делать. Наиболее вероятно, просто какие-то заявления прозвучат, и этим все ограничится до середины августа, середины сентября. Там уже, я думаю, к этому вопросу будут его решению совершенно не щепетильно подходить. Так, друзья, но несмотря на инфляцию, S&P сегодня новый максимум показал, потому что как бы избыток денежных средств в той или иной форме приводит их на финансовый фондовый рынок. Соответственно, вот оно все дуется, пузырится, уже 4400. И пока как бы даже никаких оснований для торможения нету. Да, вот здесь вроде как обвалились, потом все это дело выкупили и пошли выше, выше и выше. Ну и смотрите, здесь у нас что примечательно, у нас нарисовалась новая поддержка, она находится на 4360-4350. То есть вот этот диапазон, если он удерживается, даже здесь 4365 будет. То есть это первый рубеж, который, если не пробивается, все вот эти ужасы, которые возникают, их выкупают и ведут его наверх. Ну, сейчас, я так полагаю, будет консолидация на хаях. И, соответственно, вот завтра в 12 часов по Америке будет Пауэлл отчитываться в Конгрессе. Здесь, конечно, могут быть какие-то варианты. Потому что если его там будут ругать и принуждать, особенно республиканцы, к тому, чтобы сокращать стимулирование, то это может привести к тому, что рынок хорошо скорректируется. Так, друзья, далее давайте посмотрим золото. Ну, смотрите, картина, она один в один со вчерашней. Скорее всего, завтра будет что-то подобное, но немножко сдвинуто по времени. То есть, видите, сначала высаживают, потом откупают. Но тренд по золоту идет наверх. Идет наверх. Вот сегодня уже, можно сказать, почти по Тесле 1818-1820. И я думаю, завтра это движение продолжится. Но по золоту, видите, какая волатильность удивительная. Просто супер. А сейчас на вечерке, я думаю, здесь будет закрытие в рамках консолидационного диапазона 1809-1814. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь все движение идет в рамках вот этой проторговки. Пока не будет пробоя крышечки 92.85. Он здесь так и будет ходить. Ниже укрепляться валютам против доллара пока не дают. Хотя, казалось бы, если инфляция высокая, то есть он должен вообще по всем закономерностям, у кого высокая инфляция, тот падает. Но сейчас другая реальность, и пока как бы о падении речь не идет. Но вот осенью, когда проблема инфляции, она будет уже достигнет очень критичных значений, особенно в США, вот здесь тогда возможно будет существенное ослабление доллара против евро. Но пока надо подождать, как будут развиваться события. На текущий момент давайте не будем загадывать. Вот в ближайшие дни диапазон 92-92-85, куда пробивает,
на объеме, тот и победил. Пробьет наверх, пойдет наверх. Пробьет вниз, значит спустимся на 91,7. Так, друзья, далее VIX тоже дневной таймфрейм, но VIX тишь да блажь вообще просто. Все как бы падает, даже это самое, он вообще получается сейчас вернулся к 16. То есть это говорит о том, что, ну как, на рынках затишье, на самом деле здесь просто идет сейчас набор позиций, он несколько дней продлится и потом опять, может быть, кстати, завтра на выступлении Пауэлла и будет повторное движение с целью на 21,4. Так, друзья, далее наша дорогая любимая нефть, бренд, дневка. Ну, видите, вот развивается движение на 77,5. Пока оно окончательно цель не достигнута, но 76,2 сделали. Так, ну если смотреть часовик, у нас сейчас вот это движение наверх, но оно по идее должно как-то либо здесь замереть, проторговаться до завтрашнего дня, либо откатиться, цель движения 75,3. Если возникнет пробой при откате 74,9, тогда как бы здесь уже вот эта растущая тенденция, она ломается, и мы пойдем тестировать, ну, 74, даже 73,82. Немножко эта линия, она уже сползет вниз в этой ситуации. Ну а пока здесь, скорее всего, сегодня будет проторговочка, может быть коротенький откат на 75,5, но в целом тенденция, тренд, это движение на 77,5 в ближайшие дни. Друзья, надо обязательно помнить о стопах, потому что я вот вспоминаю по Virgin Galactic, какие там движения идут, и мне в кошмарных снах снится, что люди ее покупают и не ставят стоп-лоссы и тейк-профиты. И когда вот мне во сне это снится, я просыпаюсь в холодном поту. Поэтому я призываю очень ответственно относиться к торговле на рынке. Существует только две беспроигрышные стратегии. Первая стратегия — это купил и забыл, но здесь как бы ты можешь потерять то, что вложился. Но опять же, если ты в этом профессионал и ты веришь, то, соответственно, ты с очень высокой степенью вероятности выиграешь. Либо это короткие спекуляции внутри 1-2 дней, но такие спекуляции, они требуют очень четкого риск-менеджмента и выставления стоп-лоссов и тейк-профитов, потому что иначе можно лишиться не только заработанного, но и всего. Так, друзья, далее давайте посмотрим ключевые фишечки. Это евро-доллар. Но смотрите, вот здесь произошло событие, которого я, в общем-то, полагал, что оно на самом деле произойдет еще здесь. Точнее, даже не здесь, а вот здесь вот. Но здесь эта фаза движения, она успехом не увенчалась. Движение на 1,1790. Сейчас вот прямо ровно ударили в него и сразу отлетели. Здесь на текущий момент ситуация следующая. Вот это очень сильный уровень у евро-доллара. Он многократно менял направление движения. И сейчас вот на текущий момент, если мы не проваливаемся, не уходим ниже этого уровня, не закрепляемся ниже 1,1780, которое уже было потестено, то вот это движение наиболее вероятно приведет к отскоку. Цель этого отскока 1,1880. Вот сюда вот. Если здесь все-таки будет повторный удар и пробой вот этого диапазона, то здесь уже следующая цель будет 1,1650. Никуда от нее не деться. Так, друзья, ну и далее доллар-рубль, USD Tomorrow. Сегодня страсти-мордасти. Ну, немножко, конечно, здесь не отработали цели, которые были вверху. На самом деле вот это движение вниз на укрепление рубля, оно как-то очень слабовато идет, неубедительно, абсолютно. Нефть растет, тренд направлен наверх. Сегодня, скорее всего, будет закрытие в рамках консолидационного диапазона 74-74,3. Наверное, даже, я думаю, более вероятно, сейчас будет движение наверх, вот сюда вот отскок. Вот. Ну, а завтра, если нефть на 77,5 погонит, то здесь будет тестирование 73,9 и, возможно, движение вниз на укрепление рубля. Но завтра это будет завтра, мы посмотрим. Сегодня, я думаю, здесь доллар-рубль будет вот в этом диапазончике 73,3, 74 ходить. Ну и здесь как бы сейчас наметилась тенденция на то, чтобы доллар отскочил и сходил вот куда-то сюда. Но опять же, это немножко не коррелирует с тем, что вроде как должна нефть расти, либо закрыться на текущих значениях. Но там были определенные сделки, которые указывают на то, что набирали позицию в долларах.
Если сейчас будет пробой 74, то, скорее всего, закрытие будет в районе 73,9, возможно, 73-75, вот здесь вот. Друзья, все, основные инструменты, основные моменты. Спасибо за внимание. Если понравилось, подписывайтесь на канал и ставьте лайк.